Как правильно сделать фруктово-ягодный квас без дрожжей, чтобы он содержал много пробиотических бактерий и приносил пользу для здоровья? Наша задача не просто сбродить фрукты и ягоды, но размножить полезные лактобифидобактерии и при этом подавить патогенные. Мы должны вырастить не плесень, а полезные культуры. Так как не у всех людей получается сделать правильный квас с первого раза, перед рецептом быстро напомню главные правила. Относительно фруктов и ягод. Первое. Фрукты и ягоды необходимо тщательно обработать и промыть водой. Второе. Использовать только качественные плоды. Не должно быть подпорченных или переспелых участков. Их нужно вырезать и удалить. Третье. Мягкие ягоды, земляника, малина и подобные закладывать в посуду целиком. Твердые плоды, груши, яблоки, сливы и им подобные необходимо измельчить ножом. Относительно посуды. Мы рекомендуем использовать стеклянную посуду, эмалированную или специальную деревянную. Предварительно посуду необходимо вымыть с добавлением соды и прополоскать в проточной воде. Правило относительно сахара. Самый быстрый и надежный результат дает свекольный сахар 3-4 сорта. При этом рафинированный, идеально белый сахар и коричневый, неочищенный мы не рекомендуем использовать. Бывают случаи, что квас портится. По той же причине не рекомендуем использовать тростниковый и кокосовый сахар. Лучшие результаты дает свекольный сахар с слегка желтоватым оттенком. Технология приготовления. Первое. Возьмите литровую банку и заполните ягодами и измельченными фруктами примерно на треть объема. Больше или меньше ингредиентов добавлять не рекомендуем. Относительно пропорции фруктов и ягод все индивидуально. Второе. Заполните банку чистой водой, но не до самого верха. Оставьте пространство между жидкостью и крышкой 2-3 см. Третье. Добавьте в банку сахар, примерно 30-45 грамм. Количество подбирается опытным путем, смотря на концентрацию сладости в ягодах и фруктах. Например, если вы используете лимон, то сахара можно добавить 45 грамм на литр. Если вы квасите апельсины, сладкие сливы, персики и подобные сладости, сахара достаточно 30-35 грамм. Четвертое. Чистой ложкой размешайте сахар до полного растворения в воде. Для этого мы рекомендуем использовать деревянную ложку. Пятое. Приготовление кваса – это анаэробный процесс и желательно использовать гнет. В принципе, можно обойтись и без него, но если вы новичок, лучше используйте. Итак, положите сверху небольшой чистый груз, чтобы ингредиенты погрузились под воду. Шестое. Закройте банку капроновой крышкой. Однако пусть она будет не сильно плотной, чтобы из банки могли выходить газы. Седьмое. Оставьте банку в светлом и теплом месте. Ставить банку на солнце, в прохладное место или темное нельзя. Восьмое. Банку необходимо открывать 2 раза в сутки и чистой ложкой перемешивать содержимое. Девятое. После перемешивания попробуйте жидкость на вкус. Чаще всего после 2-3 дней вкус кваса должен быть слегка кисловатым и газированным. Это означает, что напиток готов, его можно слить в отдельную емкость, охладить и употреблять. И десятое. Оставшиеся в банке ингредиенты снова заливаются чистой водой, засыпаются таким же количеством сахара и запускается второй цикл. После второго цикла напиток будет менее концентрированный, но по-прежнему полезный. А вот после окончания второго цикла оставшиеся ингредиенты следует выбросить. Теперь сразу отвечаю на вопрос, как отличить нормальный квас от пропавшего. Каждый раз, когда вы будете открывать банку и перемешивать, обязательно проверяйте напиток на запах. Должен быть запах брожения, но приятный. Если вдруг напиток сильно помутнел и приобрел неприятный запах, значит в нем размножились плохие бактерии. Иногда такое случается. Такой напиток употреблять нельзя. При этом, если квас немного помутнел, но имеет приятный запах, это нормально. Второй показатель, что напиток пропал, он тянется. И, наконец, если на поверхности образовался белый налет или плесень, квас пропал. Скорее всего, вы нарушили технологию приготовления или не обеспечили необходимую чистоту. Рекомендации по употреблению. Новичкам не нужно употреблять более 1 стакана живого кваса в течение дня. Это не несет опасности, но может возникнуть сильное газообразование, так как концентрация бифидолактобактерий в правильном квасе большая. А вот для людей, которые регулярно употребляют сквашенные и ферментированные продукты, ограничений нет.
Нас также спрашивали, есть ли противопоказания. Не только фруктово-ягодный, но любой квас не рекомендуется употреблять людям, страдающим от диабета, во время беременности, лактации и детям в возрасте от 3 до 5 лет. Это связано с содержанием в напитке 1% спирта. В принципе, столько же спирта содержится в кефире. Если у вас нет проблем с кефиром, то, думаю, не будет проблем и с квасом. Но это решать вам. Если будут вопросы, пишите в комментариях, я отвечу. Если видео было полезным, вы можете поставить лайк и поделиться с друзьями. Желаю всем здоровья и долголетия.